Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас народные приметы на 29 декабря. Поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 29 декабря. Давайте, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, православная церковь 29 декабря чтит память Агея. Это один из последних пророков Ветхого Завета. Пророчествовал он в 520 году до нашей эры. Во второй год царствования Дария Гестаспа, это персидский царь из династии Ахеменидов. Три главных пророчества входят в 10-ю книгу 12 малых пророков. Речи Агея направлены к первосвященнику Иисусу и иудейскому царю Зарававелю. Он их упрекает в бездействии и требует восстановить работы по строительству Иерусалимского храма, которые были приостановлены предшественником Дария. Речь пророка не отличается изяществом слогов, не чувствуется упадок еврейского языка, начавшийся в период нахождения евреев в Вавилонском царстве. Сведений о жизни Агея, к сожалению, практически нет. В предании сказано, что в юном возрасте он из Вавилона пришел в Иудею. Пророк предсказал возвращение своего народа из иудейского плена. Скончался он в Иерусалиме, где был и похоронен. Также обращаем ваше внимание, что у нас с вами продолжается рождественский пост, поэтому кто его держит, помним об этом. А если вы еще никогда не пробовали держать пост, попробуйте, хотя бы пару дней. Да, понимаем, близится Новый год и будет изобилие на столе, но хотя бы начните, например, с одного дня. Время все-таки еще есть. А в народном календаре этот день назвали как Агеев день, Агей и Нисей, Агей или Зимоуказатель. На Руси Агеев день знаменовал начало подготовки к празднованию Нового года. Хозяйки принимали заварку холодца, выпечку. Вечер традиционно проводили в кругу семьи и друзей. И 29 декабря наши предки старались переделать все домашние дела. Если провести этот день в плодотворном труде, то в новом году будет у семьи много счастья и денег. Как вы знаете, впереди ожидаются святки, и земля как бы принаряжается к их встрече, а помогает ей в этом Агей, посеребривший ее инеем, напоминающим тончайшие кружева из хрупкого льда. Хозяйки тоже от этого не отстают. Украшают 29 декабря дом красивыми кружевными салфетками и покрывалами, а также накидками на подушки. По поверьям, Агей борется за чистоту человеческой души, которая представляет собой человеческого двойника, маленького прозрачного человечка с крылышками или ребенка. Душа растет вместе с телом, питается исходящим от еды паром, так же, как и человек чувствует тепло, холод, радость и боль. С последним вздохом она отделяется от тела и превращается в пар, ветер, в дым, птичку или даже в бабочку. А чтобы помочь ей покинуть дом, люди открывали двери, окна и заслонку в печи. Если же душе необходимо явиться к живому человеку, то она принимала образ птицы или насекомого. Пророк Агей наставляет на правильный путь и награждает за трудолюбие. Поэтому в эту ночь наши предки обязательно жгли костры и бросали в них сделанных из снега человечков. Если огонь быстро угасал, то это говорило о том, что на святке будет солнечная и ясная погода. Поэтому, если кто-то 29 декабря замечал на своем окне настойчивую птичку или вдруг проснувшуюся от зимнего сна бабочку или другое насекомое, но только не муху и не таракана, то птаху нужно было обязательно накормить, а для насекомого открыть окно. Считалось, что это души предков прилетали посмотреть на своих живых близких.
Также в этот день очень особое внимание уделялись народным приметам касательно погоды. Вы знаете, что раньше не было интернета, света, и все определялось по народным приметам, традициям, которые передавались из поколения в поколение. Поэтому 29 декабря для наших предков был очень важный день, чтобы определить, какой будет зима, какой будет весна, ну а также какой же будет урожай. Поэтому говорили так, что каков Агей 29 декабря, таким и апрель будет. Если иней на улице, то на святке тепло будет. Мороз в этот день обещал холодную погоду аж до самого крещения. Помним, у нас крещение с вами 19 января. Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода еще 20 дней продержатся. Холода и непогода в Агеев день предвещает суровую зимушку. А вот ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег – дурная народная примета. Значит, лето, к сожалению, будет неурожайным. 29 декабря поздравляет именинников с именинами: Александра, Аркадия, Владимира, Илья, Макара, Николая, Павла, Петра, Семена и Софию. Человек, рожденный 29 декабря, по знаку зодиака Козерог. Эти люди отличаются большим трудолюбием, они вежливые и обладают хорошими дипломатическими качествами. Рожденные в этот день привыкли брать инициативу в свои руки. Они не будут ждать, пока им улыбнется удача, а приложат все усилия, чтобы добиться поставленных целей. Эти люди – отличные организаторы и уважаемые начальники. Даже не занимая руководящих должностей, они пользуются у коллег заслуженным уважением. Надежные друзья, и они всегда придут на помощь и никогда не бросят в беде. Им можно доверять в самых сложных ситуациях. Ну а если вы рождены в эту дату, 29 декабря, то вам свойственно быть очень трудолюбивым и удачливым человеком. Поэтому вашими камнями-талисманами являются сапфир и карниол. Первый минерал, сапфир, способен сделать своего обладателя более проницательным человеком, здоровым и внутренне чистым. А во второй – привнести гармонию в любовные отношения, защитить семейный очаг и подарить надежду тем, кто давно ее потерял. Если мы говорим о снах этой ночи, то во сне вы можете увидеть свою предыдущую жизнь. Если во сне вы играете очень необычную какую-то роль, вспомните подробности. Через такие сны жизнь дает вам подсказки о том, с чем вам нужно разобраться сейчас. Сны в ночь с 28 на 29 декабря также раскрывают скрытые желания. Но такие сны нужно правильно толковать. Так, например, даже если вы видите беременность, это может не означать, что вы вообще готовы или хотите стать родителем. Речь может идти именно о реализации чего-то задуманного. Но чем дольше вы ждете, тем сложнее будет реализовывать позже. Обратите на этот совет особое внимание. Также человечков из снега использовали и для уничтожения всего плохого, что накопилось в душе, читая при этом специальные магические слова. А мы предлагаем вам провести ритуал, чтобы избавиться от любого негатива. Благо, перед Новым годом этот ритуал будет прекрасен. Итак, что нужно вам сделать 29 декабря? Вам 29 декабря нужно слепить снежного человечка и шепотом исповедаться ему. А после взять красную ниточку, длина которой должна соответствовать объему груди исповедовавшегося, обматывать человечка и говорить такие слова: «Снежный человек, ты меня послушай, так какие гадости меня душат. Все, что в сердце своем плохое держу, тебе передаю. Ты в огонь унеси, мою душу очисти». И бросали это в огонь. Также обращаем ваше внимание, что сделайте человечка, как вы интуитивно чувствуете из снега. Здесь ваше творчество вам подскажет. Ну а что же можно было делать 29 декабря по народным приметам, традициям и суевериям? Вы знаете, наши предки в этот день старались помолиться святому Агею, чтобы он наставил на путь истины и помог человеку выработать лучшие качества, которые у него есть.
Если в этот день вы дали какое-то обещание и вы выполнить его не сможете, то все плохое может к вам прийти в будущее. Поэтому постарайтесь, если вы даете какие-то обещания, клятвы, обязательно выполняйте их, потому что знаете о том, что слово «не воробей» вылетишь, не поймаешь. Здесь очень важно, что вы сами осознавали и понимали, что за любое слово, сказанное человеком, нужно отвечать, при этом рано или поздно. Также в Агеев день на Руси было принято бросать в костры снежных человечков. И если пламя угасало, то люди верили, что на Рождество будет солнечная погода. Также хозяйки на праздник, как правило, уже начинали приготовление к Новому году. Варили холодец, леденцы и прочие вкусности и угощения. Молодые матери непременно шли в церковь, чтобы помолиться за своего ребенка и поставить свечку за здоровье малыша. 29 декабря наши предки старались проводить в семейном кругу за хорошими, добрыми, душевными беседами с родными и с близкими людьми. Давайте теперь поговорим о том, чего нельзя было делать 29 декабря. Вы знаете, 29 декабря ни в коем случае нельзя было ремонтировать обувь. Каждый забитый в нее гвоздь сегодня ассоциировался с гвоздями, забиваемыми в гроб. А по народной примете, чем больше их забьют, тем скорее умрет хозяин ботинок. Поэтому лучше перенести ремонт обуви было на другой день. В Агеев день, впрочем, как и в любой другой день, запрещается сидеть на столе, иначе придется бедствовать, а в жизни наступит черная полоса, которая коснется личных отношений, финансов и даже семейного благополучия. Не стоит 29 декабря разговаривать с собеседником через порог. Кто нарушит этот запрет, скоро поссорится, притом достаточно надолго. Для налаживания отношений придется приложить немалые усилия всем участвующим в беседе. Также нельзя в Агеев день заниматься сокрытием тайн, поскольку о них все равно скоро все узнают, а потерять дружеские, родственные или любовные отношения из-за недоверия очень будет легко. Также запрещается пить пустой чай, потому что считается, что весь год он таким и будет. В Агеев день принято было выставлять на стол разные варенья и устраивать обязательно чаепитие. Не разрешается, чтобы 29 декабря пустовал кошелек. В нем должно лежать как можно больше купюр, пусть и мелких. Тогда в будущем деньги будут просто липнуть к рукам владельца такого кошелька. Старайтесь сегодня, чтобы вы обязательно прямо с утра проконтролируйте, чтобы у вас деньги были в кошельке. Но есть еще один момент, на который многие не обращают внимания. В этот день, 29 декабря, пересчитывать деньги нельзя, потому что считается, что таким образом вы можете лишиться всех своих накоплений. Также неудачным день является и для тех, кому предстоит отправиться в дорогу. Находясь вдали от дома, человек рискует столкнуться с различными неприятностями, например, такими как потеря денег, потеря документов и так далее. Также может он стать и жертвой грабителей. Если отложить поездку, нет никакой возможности, надо прочитать молитву перед выходом и взять с собой обязательно икону. На Руси считали, что Агеев день подходит далеко не для любых занятий, поэтому в этот день считали, что нельзя подметать или мыть пол. И в старину говорили, что иначе это приведет к нищете. Но также не рекомендуется в этот день зашивать одежду и ремонтировать обувь. Если в вашем доме что-то требует срочной починки, подождите хотя бы сутки. Самое опасное, что можно сделать в этот день, это забивать гвоздь. Наши предки верили, что у тех, кто ослушается, скоро умрет кто-то из близких. Также не самым удачным этот день является и для любых финансовых операций.
Крупные покупки не принесут вам счастья. Велика вероятность того, что новая вещь окажется некачественной. Если вам нужно расплатиться с кем-либо, не передавайте деньги из рук в руки. Они могут стать проводником негативной энергии. Ну а в общении с окружающими людьми избегайте резких высказываний и критики. Вы можете случайно обидеть человека, а наладить отношения с ним будет очень и очень сложно. Более того, неосторожным высказыванием вы можете нажить себе даже врага. Вот такой, друзья, день 29 декабря. А мы хотим поблагодарить всех людей и подписчиков, и гостей, кто нам помогает, кто хочет нас поддержать, наш проект, наш канал, нас, то, пожалуйста, в описании есть карточка, и вы можете перевести. Любая сумма, мы будем вам очень-очень благодарны. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.